Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся вязать красивые летние пинеточки. Такие пинеточки подойдут как для мальчиков, так и для девочек. Начинаем выполнение наших пинеточек с подошвы. И затем приступаем к выполнению верхней части. Для работы нам понадобится пряжа, крючок, разделители и наконечники для наших завязочек. Начинаем выполнение нашей пинеточки с 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Мы выполнили цепочку из 12 воздушных петель. И приступим к выполнению первого ряда нашей подошвы. Выполняем 2 воздушные петелечки подъема. Далее вводим крючок в 3-ю петлю от крючка. И выполняем первый полустолбик. И выполняем в эту же петелечку еще 2 полустолбика. Всего должно быть 3. Это у нас 2-й и 3-й. Выполнили. Далее вяжем 5 полустолбиков ровно. То есть каждую воздушную мы выполняем по одному полустолбику. Считаем 1, 2, 3, 4, 5. Далее вяжем 5 столбиков с одним накидом ровно. И считаем. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. И в последнюю воздушную мы будем выполнять 7 столбиков с одним накидом. Выполняем 1, 2, 3, 4. При этом работу разворачиваем. 5, 6 и 7. Выполнили. Далее вяжем 5 столбиков с одним накидом ровно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 лишний выполнили. Нужно было выполнить 5. Давайте еще раз пересчитаем. 1, 2, 3, 4, 5. Все верно выполнили. Далее выполняем 5 полустолбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. И последнюю воздушную мы выполняем 3 полустолбика и считаем. 1, 2, 3. Далее вводим крючок во 2-ю воздушную петелечку подъема и выполняем соединительную.
Наш с вами первый круговой ряд подошвы готов. И мы можем приступить к выполнению второго ряда. Начинаем выполнение второго ряда с 3 воздушных петелечек подъема. 1, 2, 3. И в эту же воздушную, откуда мы начинали, выполняем столбик с одним накидом. Далее накид на крючок и в следующую вершинку следующего столбика мы выполняем 2 столбика с одним накидом. 1 и 2. Далее вяжем 13 столбиков с одним накидом ровно и считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Выполнили 13 столбиков с одним накидом. Далее выполняем 2 раза по 2 столбика. Считаем. Первый столбик и в эту же вершинку второй. Это первый раз и 1, 2. 2 столбика с общим основанием. Выполнили. В следующую вершинку мы выполняем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Выполнили. Далее выполняем 2 раза по 2 столбика. 1, 2. Это первый раз и еще раз. Первый столбик и второй. Далее вяжем, как и на противоположной стороне, 13 столбиков с одним накидом ровно и считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Выполнили. Далее выполняем 1 раз 2 столбика с общим основанием. 1, 2. И нам остается выполнить столбик с одним накидом в петелечку подъема в предыдущем ряду. Вводим крючок в 3-ю воздушную петелечку подъема и завершаем наш круговой ряд. Второй круговой ряд подошвы завершен, и мы можем приступить к выполнению 3-го ряда. Приступаем к выполнению 3-го ряда и выполняем 3 воздушные петелечки подъема. Накид на крючок, вводим крючок в эту же воздушную и выполняем столбик с одним накидом. Далее будем выполнять 3 раза по 2 столбика. Выполняем следующую вершинку, вводим крючок и выполняем первый столбик и второй. Это у нас 1 раз, первый столбик и второй раз и первый столбик и второй, 3-й раз. Выполнили. Далее вяжем 13 столбиков с одним накидом ровно и считаем. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Выполнили 13 столбиков ровно. И далее выполняем 5 раз по 2 столбика с общим основанием. Вяжем. Раз, два, это первый раз. Раз, два, второй раз. Раз, два, третий раз. Раз, два, четвертый и раз, два, пятый. Выполнили. В следующую вершинку будем провязывать 3 столбика с одним накидом. Раз, два, 3. И теперь остановимся и зафиксируем маркером наш центральный столбик из 3. Вот таким образом. Мы с вами отметили центр носочка нашей подошвы. И далее продолжаем. 5 раз по 2 столбика с одним накидом. Выполняем. Раз, два, три, 4, 5. Выполнили. Далее вяжем 13 столбиков с одним накидом ровно. И считаем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Выполнили 13 столбиков с одним накидом ровно. Далее выполняем 3 раза по 2 столбика с одним накидом. Вяжем. Раз, два, первый раз. Раз, два, второй раз. И раз, два, третий раз. Далее накид на крючок. Вводим крючок в петелечку подъема в предыдущем ряду. И выполняем столбик с одним накидом. Вводим крючок в третью воздушную петелечку подъема и завершаем наш третий круговой ряд подошвы. Приступаем к выполнению 4-го ряда подошвы. Это у нас с вами будут столбики без накида. Выполняем одну воздушную петелечку подъема и вводим крючок далее в вершинку следующего столбика и выполняем столбик без накида.
И так вяжем в каждую вершинку по одному столбику без накида. Так с вами выполняем весь круговой ряд. И не забываем переставлять маркер. Мы завершаем выполнение кругового ряда. Вводим крючок в первую воздушную петелечку подъема и выполняем соединительную. Круговой ряд завершен. Наша подошва готова. Напоминаю, маркером мы отметили центр носочка подошвы нашей пинеточки. Далее приступаем к выполнению верхней части. Приступаем к выполнению верхней части и начинаем выполнение с воздушной петелечки подъема. Далее вводим крючок очень внимательно и захватываемся только за дальнюю заднюю полупетелечку. Выполняем столбик без накида. Следующую петелечку, точнее полупетелечку, вводим крючок, столбик без накида. Итак, мы с вами выполняем ряд столбиков без накида, захватывая за дальнюю полупетлю. Вот таким образом. Мы завершаем выполнение кругового ряда столбиков без накида, выполненных за дальнюю полупетлю. Вводим крючок в воздушную петелечку подъема и выполняем соединительную. Наш с вами круговой ряд завершен. И мы продолжаем работу, приступаем к выполнению следующего ряда. Следующий ряд — это у нас с вами будут арочки. Выполняем одну воздушную петелечку подъема, далее арочка из 3 воздушных. 1, 2, 3. 2 вершинки пропускаем, в третью вводим крючок, столбик без накида. 1, 2, 3. 2 вершинки пропускаем, в третью вводим крючок, столбик без накида. Так мы с вами выполняем, не довязывая 2 столбика до нашего маркера. Мы связали последнюю арочку перед маркером. Очень внимательно пропускаем 2 вершинки и теперь 2 столбика провязываем столбиками без накида. 1, считаем, это у нас 2 столбик. Далее столбик, отмеченный маркером, будет 3, 4 столбик и 5. Всего выполнили 5 столбиков без накида. И в центральный столбик я ввожу маркер, то есть его как бы переношу на ряд выше. Продолжаю выполнять арочки из 3 воздушных. 1, 2, 3. Пропускаю 2 вершинки, в третью ввожу крючок и выполняю столбик без накида. 1, 2, 3. И 2 вершинки пропускаю, в третий столбик без накида. Так выполняю до конца нашего ряда. Мы завершаем выполнение ряда арочек и последнюю арочку выполняем таким образом: 1 воздушная, накид на крючок, и я ввожу крючок в воздушную петелечку подъема и провязываю полустолбик. Последняя арочка готова, и мы можем приступить к выполнению следующего ряда. Вот что у нас с вами получается. Ну, еще, в общем-то, ничего не видно особо. Продолжаем работу. Следующий ряд тоже будет ряд арочек. Начинаем наш ряд со столбика без накида. Далее арочка из 3 воздушных. Итак, мы с вами вяжем арочки из 3 воздушных до маркера, не довязывая вот нашу эту последнюю арочку, точнее последнюю перед маркером. Мы выполнили арочку из 3 воздушных, и вот наша
арочка перед маркером. В нее мы провязываем 2 столбика без накида. 1 и 2. Далее выполняем столбики без накида над нашими столбиками и при этом переставляем маркер. 1, 2, 3, 4, 5. Маркер я ввожу в центральный столбик из 5. Далее под следующую арочку я также провязываю 2 столбика без накида. А далее выполняю арочки из 3 воздушных петель до конца ряда. Вот таким образом. Завершаем выполнение ряда арочек. Я ввожу крючок в вершинку столбика без накида и выполняю соединительную. Круговой ряд завершен. Давайте остановимся, посмотрим наши арочки. И вот так выглядит носочек нашей пинеточки. Продолжаем работу. И опять же выполняем арочки. Для начала следующего ряда мы выполняем одну соединительную и вторую. Далее 1 воздушная петелечка подъема и арочка из 3 воздушных. Итак, мы выполняем наши арочки, не довязывая одну арку до маркера. Мы выполнили арочку из 3 воздушных, и в последнюю арку перед маркером мы выполняем 2 столбика без накида. 1, 2. Далее мы вяжем первый столбик без накида, второй, и перед маркером 3 и 4 столбик мы провязываем с общей вершинкой. Вот таким образом. Общая вершинка. Далее мы провязываем столбик, отмеченный маркером, и опять же вводим маркер в этот столбик, то есть его как бы переставляем. И далее опять выполняем 2 столбика с общей вершинкой. 1, 2. И далее 1, 2 столбика в вершинку и подарочку. 1, 2. И далее арочки из 3 воздушных. Вяжем до конца нашего ряда, не довязывая одну арочку. Я покажу, как закончить наш ряд. И последнюю арочку в этом ряду мы выполняем 1 воздушная, накид на крючок, вводим крючок, воздушную петелечку подъема и выполняем полустолбик. Далее приступаем к выполнению следующего ряда. Столбик без накида и арочка из 3 воздушных. Итак, мы вяжем с вами арочки, не довязывая одну арочку, опять же до маркера. Мы, как и договаривались, не довязали одну арочку до маркера. Я выполнила 3 воздушные, и теперь под эту арочку я выполняю 2 столбика без накида. 1, 2. Далее я над каждым столбиком выполняю по одному столбику и считаю. Это будет у меня 3, 4, 5, 6, 7,
Далее 8. Переставляю маркер. 9, 10, 11, 12, 13, подарочку 14 и 15. Всего связали 15 столбиков без накида. И далее я продолжаю выполнять арочки из 3 воздушных петель до конца нашего ряда. Мы завершаем выполнение кругового ряда, выполняем последнюю арочку из 3 воздушных петель, вводим крючок в вершинку столбика без накида и выполняем соединительную. Давайте посмотрим, что у нас получается. Продолжим работу. Выполняем соединительную в первую воздушную петелечку арки и еще одну соединительную во вторую петелечку арки. Выполнили. Далее 1 воздушная и арочка из 3 воздушных петель. Вводим крючок в следующую арочку, столбик без накида. 1, 2, 3 и столбик без накида. Итак, мы вяжем, не довязывая, 1 арочку перед нашими столбиками. Выполнили 3 воздушные, вводим крючок в арочку перед столбиками без накида и выполняем 2 столбика без накида. Далее считаем вершинку, это будет 3-й столбик, и в следующую вершинку 4-й. Далее выполняем 2 столбика с общей вершинкой. Выполнили. Далее 1 столбик без накида и вновь 2 столбика с общей вершинкой. 1, 2. Далее столбик без накида и 2 столбика с общей вершинкой. Маркер переставляем. Далее 1 столбик без накида и 2 столбика с общей вершинкой. Далее считаем 1, 2 и подарочку 3, 4 столбика без накида. И далее арочки из 3 воздушных до конца нашего ряда. И завершаем выполнение нашего ряда. 1 воздушная, накид, вводим крючок в воздушную петелечку подъема и давайте повторим и провязываем полустолбик. Арочка готова, и можем приступать к выполнению следующего ряда. Опять же столбик без накида в начале ряда и арочки из 3 воздушных. Будем так вязать, не провязывая нашу последнюю арочку перед столбиками. Мы выполнили арочку из 3 воздушных и под эту арочку провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. И теперь в вершинку каждого столбика мы просто провязываем по 1 столбику без накида. При этом не забываем переставлять маркер. Вот так аккуратненько в каждую вершинку по 1 столбику.
Так мы вяжем столбики без накида и под арочку 2 столбика. И теперь арочки из 3 воздушных петель до конца нашего ряда. Завершаем выполнение кругового ряда. Арочка из 3 воздушных, вводим крючок в вершинку столбика без накида и соединительная. Давайте посмотрим, что у нас получается. Это боковая сторона пинеточки. И вот уже у нас формируется носочек нашей пинеточки. Мы продолжаем работу и приступаем к выполнению следующего ряда. Выполняем первую соединительную, вторую, воздушная петелечка подъема и 3 воздушные петелечки арки. Далее арочки из 3 воздушных петель, не довязывая одну арочку перед столбиками. Очень внимательно под арочку, которая у нас идет перед столбиками, мы выполняем 2 столбика без накида. Далее выполняем 2 столбика с общей вершинкой. Первый незавершенный и второй. И общая вершинка. Далее 2 столбика ровно, первый и второй. И вновь 2 столбика с общей вершинкой. Раз, два и общая вершинка. Далее 1 столбик ровно и 2 столбика с общей вершинкой. Первый и второй. Вот как раз они перед маркером. Выполняем все верно. Далее выполняем столбик без накида и 2 столбика с общей вершинкой. Раз, два. И маркер наш перенесем в вершинку столбика без накида. Далее столбик без накида ровно. Далее 2 столбика с общей вершинкой. Далее 2 столбика ровно и 2 столбика с общей вершинкой. И 2 столбика ровно под арочку. Далее арочка из 3 воздушных. Смотрим на наш носочек. Видите, уже хорошо так наш носочек уже хорошо стал виден. И мы продолжаем так вязать арочками до конца нашего ряда. Мы завершаем выполнение ряда арочек. 1 воздушная петелечка, накид на крючок, вводим крючок в петелечку подъема и выполняем полустолбик. И прежде чем приступить к выполнению следующего ряда, посмотрим, что у нас получается. Вот такая пинеточка у нас с вами красивая получается, летняя. Носочек уже практически сформирован. И мы можем приступить к выполнению следующего ряда. Начинаем выполнение следующего ряда со столбика без накида. И далее очень внимательно выполняем арочки из 2 воздушных петель. 2 воздушные, столбик без накида. 2 воздушные, столбик без накида. 2 воздушные,
столбик без накида. Вот таким образом довязываем до нашей последней арочки перед столбиками. Под эту арочку мы выполняем 2 столбика без накида. И далее вершинку каждого столбика провязываем по 1 столбику без накида. Вот таким образом. Так мы вяжем до нашего последнего столбика. Мы выполнили столбики без накида, переставили маркер. Далее под арочку выполняем 2 столбика без накида. И далее выполняем арочки из 2 воздушных петель до конца нашего ряда. Мы завершаем выполнение арочек из 2 воздушных, вводим крючок в вершинку столбика без накида, выполняем соединительную. Наш с вами круговой ряд завершен. И посмотрим, что у нас получилось. Давайте носочек хорошо нашей пинеточки посмотрим. И вот такая ажурная боковая часть. И далее мы будем выполнять ряд столбиков без накида. 1 воздушная петелечка подъема. И под арочку из 2 воздушных выполняем 2 столбика. Далее 1 столбик в вершинку столбика предыдущего ряда. Под арочку выполняем 2 столбика без накида. И в вершинку. Так мы вяжем до нашей арочки перед столбиками. Мы довязали до арочки перед столбиками. Очень внимательно выполнили столбик без накида в вершинку, и этот столбик мы отмечаем маркером. Далее под арочку будем с вами выполнять 2 столбика без накида. Далее вяжем 2 столбика с общей вершинкой, 2 столбика ровно, то есть 1 столбик в вершинку и 2 в следующую вершинку. Опять 2 столбика с общей вершинкой, 2 столбика ровно. 1, 2. Далее маркер убираем, он нам не понадобится. 2 столбика с общей вершинкой. Столбик, отмеченный маркером, просто столбик без накида. Далее 2 столбика с общей вершинкой, 2 столбика ровно. 1, 2. 2 столбика с общей вершинкой, 2 столбика ровно. 2 столбика с общей вершинкой. И 2 столбика под арочку ровно. Далее столбик без накида в вершинку столбика. И отмечаем этот столбик маркером. Далее вяжем, как и на противоположной стороне, 2 столбика под арочку, вершинку, 2 столбика под арочку и 1 вершинку. Так до конца ряда выполняем. Завершаем выполнение ряда столбиков без накида, вводим крючок в воздушную петелечку подъема, выполняем соединительную. Наш с вами круговой ряд завершен, и я ниточку обрезаю. И мы посмотрим, что у нас с вами получилось. Такая она еще у нас мягкая, не совсем понятная, но хорошо видна носочная часть. И маркерами мы с вами отметили
места, где будем выполнять вот эту ровную часть из столбиков без накида. Вот ровную часть верхней части нашей пинеточки. Привязываем ниточку, берем. Убираем маркер. Вводим крючок в вершинку, выполняем воздушную. Очень внимательно, эта воздушная у нас будет участвовать в работе. Далее вершиночку каждого столбика выполняем по одному столбику без накида. Так вяжем до нашего маркера. Мы завершаем выполнение нашего ряда столбиков. Я убираю маркер и провязываю в эту вершинку столбик без накида. Далее очень внимательно выполняю одну воздушную петелечку, работу разворачиваю, пропускаю первую вершинку столбика и во вторую ввожу крючок и выполняю столбик без накида. И вяжу столбики без накида до конца нашего ряда. Мы завершаем выполнение второго коротенького нашего поворотного ряда. И очень внимательно я ввожу крючок в воздушную петелечку и выполняю столбик без накида. Далее воздушная и работу разворачиваю. Пропускаю самую первую вершинку и в следующую ввожу крючок и выполняю столбик без накида. И продолжаю работу, выполняю третий ряд. И так вяжу столбики до конца нашего ряда. Завершаю выполнение третьего поворотного ряда и очень внимательно ввожу крючок в воздушную петелечку и выполняю столбик без накида. Делаю воздушную, работу разворачиваю, пропускаю вершинку первого столбика и выполняю четвертый ряд столбиков без накида. Так вяжем до конца нашего ряда. Мы завершаем выполнение четвертого ряда наших столбиков и очень внимательно вводим крючок и провязываем воздушную петелечку столбиком без накида. И перед тем, как приступить к выполнению пятого ряда, я хочу обратить ваше внимание, что в начале и в конце ряда мы будем выполнять вот такие петелечки для того, чтобы сделать завязочки для нашей пинетки. Для этого мы выполняем 5 накидов на крючок. 1, 2, 3, 4, 5. И вводим крючок. Вот хорошо видно столбик, откуда мы начинали работу. Тут у нас еще, видите, ниточка не убрана. И провязываем наш столбик. 1, 2, 3, 4, 5 и 2 петелечки вместе. Работу разворачиваем. Нам этот столбик заменил воздушную петелечку. Мы пропускаем вершинку первого столбика, вводим крючок в вершинку следующего и вяжем столбики без накида, не довязывая один столбик. То есть мы не довязываем столбик, воздушную петелечку. Выполняем так до конца ряда. Мы выполнили столбики без накида, не довязали один столбик воздушную, и теперь вводим крючок в воздушную петелечку и выполняем столбик без накида незавершенный. Далее 5 накидов на крючок. 1, 2, 3, 4, 5. Придерживаем пальчиком, вводим крючок в вершинку столбика, откуда мы начинали выполнение ровной части. И как и на противоположной стороне, провязываем наш столбик с 5 накидами. 2 накида, 3, 4, 5. И теперь общая вершинка. То есть все петелечки на крючке вместе.
Мы выполнили наши вот такие два отверстия. И теперь мы будем с вами обвязывать всю верхнюю часть рачьим шагом. Как мы будем это делать? Мы выполняем одну воздушную и в каждую вершинку, давайте, наверное, начнем с нашей общей вершинки, вот с этой. Будем выполнять столбик рачьего шага. Вот таким образом. Далее под арочку будем выполнять 4 столбика рачьего шага. То есть вот эта арочка будет. Можете 5 выполнить, я выполняю 4. И далее опять же над каждым столбиком иду по кругу. Опять 4 столбика рачьего шага и завершаю работу здесь. Мы завершаем выполнение кругового ряда рачьего шага. И после того, как выполнили последний столбик, вводим крючок в первый столбик рачьего шага, подтягиваем рабочую петлю, и наша с вами обвязочка готова. Нить можно обрезать и вытянуть. Мы выполнили круговую обвязочку. Вот хорошо носочек наш виден, петелечки наши и верхняя часть. Осталось обвязать подошву. Вводим крючок в свободную полупетелечку на пяточке, захватываем рабочую нить воздушной и выполняем точно так же, как мы выполняли при обвязке верхней части. Мы обвязываем нашу подошву, только захватываемся в данном случае за дальние свободные, можно сказать, полупетелечки. Так выполняем круговой ряд. Мы завершили нашу работу, выполнили обвязочку подошвы рачьим шагом, также выполнили завязочку в виде цепочки из воздушных петель, закрепили наконечники. И нам остается с вами посмотреть размер нашей пинеточки. Так, наша пинеточка получилась на размер ножки где-то 9-9,5 сантиметров. Сегодня мы с вами научились вязать красивые летние пинеточки. В пинеточках мы вяжем арочки и столбики без накида. В общем-то, достаточно простые. Начинаем выполнение пинеточек с подошвы. Здесь выполняются столбики с одним накидом, полустолбики. Далее верхняя часть идет ажурная в виде арочек и столбиков без накида. Приглашаем присоединиться и начинающих рукодельниц. Творческих вам успехов!